И друзья Тургеневской библиотеки, те, кто смотрит нас в трансляции, извините за небольшую задержку. Надеюсь, что наш вечер пройдет гладко и, во всяком случае, он обещает быть очень интересным. Сегодня мы встречаем Наталью Александровну Громову, литературоведа, писателя, историка литературы и большого знатока творчества советских писателей XX века. Мы сегодня будем говорить об Ольге Бергольц, и это особое имя. Я не представилась, меня зовут Аглая Ашешева, я член правления Тургеневской библиотеки. И так получилось, что родом я из Петербурга, из Ленинграда, и для меня это имя, конечно, совершенно особенное. И во многом благодаря рассказам бабушки. И я думаю, что мое собственное увлечение историей началось с того, что она рассказывала о блокаде, и понимание разницы официальной и частной советской истории. И, конечно, имя Ольги Бергольц для нее, для блокадницы, звучало совершенно особенно. Это удивительная судьба, и сегодня мы о ней поговорим. А вначале я бы хотела прочесть ее одно стихотворение, которое, мне кажется, очень подходит к сегодняшнему вечеру. «Нет, не из книжек наших скудных, подобие нищенской сумы, узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы, как мы любили горько, грубо, как обманулись мы, любя, как на допросах, стиснув зубы, мы отрекались от себя, как в духоте бессонных камер и дни, и ночи напролет без слез разбитыми губами твердили «Родина, народ», и находили оправдание жестокой матери своей на бесполезное страдание, пославшей лучших сыновей. О дни позора и печали! О, неужели даже мы тоски людской не исчерпали в открытых копьях Колымы? А те, что вырвались случайно, осуждены еще страшней на малодушное молчанье, на недоверие друзей. И молча, только тайно плача, зачем-то жили мы опять, затем, что не могли иначе ни жить, ни плакать, ни дышать. И ежедневно, ежечасно, трудясь, страшились и тюрьмы. Но не было людей бесстрашней и горделивее, чем мы. И я передаю Наталье слово. Спасибо большое. Сразу скажу, что это стихотворение было, конечно, опубликовано уже в сборнике «Узел» уже в конце 50-х годов. Да, соответственно, было написано после того, как Ольга Федоровна вышла из тюрьмы. Но я хотела начать вообще с того, чтобы рассказать, с чего вообще все началось, потому что Ольга Бергольц, скажу честно, никогда не была предметом моих главных интересов. Просто я к тому времени уже сделала некоторое количество дневников, писем и историй 20-30-х годов. И ко мне обратилась женщина, она была наследницей архива Ольги Бергольц, это был 2006 год, и сказала, что все-таки хотят издать полностью ее дневники. Дневники, которые на самом деле были арестованы после ее смерти. Они были по-настоящему... То есть КГБ ворвалось тогда в дом, в опечатанную квартиру Ольги Бергольц. И дневники, которые принадлежали по закону ее сестре, которая Марье Федоровне Бергольц, они были просто выкрадены фактически. Их читала российская союзная, союз писателей. И в конечном счете на них была резолюция написана Сергеем Михалковым, что эти дневники порочат звание советского поэта, и они никогда не должны быть не то что опубликованы, а даже прочитаны. И поэтому эти дневники так и лежали. Потом умерла Марья Федоровна, она напечатала оттуда
некоторое количество фрагментов. Выходила такая книжка, она называлась «Дневные звезды. Вторая часть». Вот, очень такая, она была сделана из таких кусочков, не очень хорошо сделана, но все-таки. Потом умер сын Марии Федоровны, который тоже пытался к ним подобраться. Но они обжигали вообще любого родственника, да, они приводили в некоторое недоумение, что с этим делать. Потому что вот мой рассказ называется «Двойная жизнь Ольги Бергольц». Так вот, дневники это и были как бы частью той жизни, той потаенной жизни отчасти, которая, так сказать, велась одновременно вот с той мифологической фигурой, которую все знали советские люди, да, по историям, то она выступала в роли такой советской комсомолки в красном платке, то она, значит, строила на стройках была в 30-е годы, а потом она была уже блокадной Мадонной и так далее. Но в этих дневниках открывается то, что потом, собственно, вот и привело к этим стихам, привело к стихотворению на собрании, целый день сидела, то голосовала, то лгала, да, вот. И вот эти вот все, что из нее пойдет уже после войны, в стихи, в какие-то обрывки, в ее алкоголизм безумный, когда она была ленинградской юродивой фактически. Она стала такой, знаете, новой Ксенией Петербургской, она являлась нетрезвой во всякие собрания и говорила правду. И это было очень важно для людей, потому что она вдруг стала отчасти их тоже голосом. Но это все станет понятно только вот эта ее линия судьбы, да, я и назвала это даже таким опытом, где-то, да, там она так называется, опыт прочтения ее судьбы, потому что без дневников ничего было непонятно. Но я, опять же, судьба, она складывалась так, что вот когда мне эта женщина, ее наследница, она была уже женой наследника ее основного, позвонила, она сказала, вот я знаю, мне про вас говорили, значит, Лебединский, потому что это очень странная связь была, потому что Лебединская – это Галина Лебединская, которая мне… Она была замужем за Михаилом Лебединским, чтобы, понятно, был такой Юрий Николаевич Лебединский, глава РАПа, значит, красавец, который станет потом мужем сестры Ольги Бергольц. О нем еще пойдет речь, он сыграл самую разную роль в ее судьбе. Но суть в том, что вот как бы вот эта линия пошла в ту сторону, у Ольги не было наследников. И вот эта женщина мне сказала, пожалуйста, почитайте эти дневники, потому что Ргали не знает, что делать. Мы хотим сделать полную версию, но можно ли их печатать? И вот, понимаете, встает вопрос, ну, на дворе, в общем, 6-й год. Как это можно или нельзя печатать, да? Казалось бы, надо печатать все. Но я не хотела на себя брать такую функцию. Она, как бы решать судьбу посмертную человека, к которому я имела меньше отношения, чем, допустим, там какие-то ленинградские исследователи. Но так случилось, вот так, потому что дневники находились в Москве. Их увезли из Ленинграда потом Марья Федоровна Бергольц, ее сестра, ненавидя ленинградскую власть, ленинградские архивы и вообще все связанное с Ленинградом, потому что она считала, что Ленинград убил в конечном счете ее сестру. Вот. И когда я на самом деле, скажу честно, я не сразу согласилась. Но у меня была замечательная, как бы такой вот учитель моей жизни, который меня вел по через все. Ее звали Марья Осина Белкина, она написала «Скрещение судеб», и она еще была жива, ей было 95 лет. И я пришла к ней и спросила, вот тут такая история, я совсем этим не занимаюсь, стоит ли мне читать дневники? И она мне сказала, вам обязательно надо их читать. Вы не представляете, какая Ольга была честный, открытый человек. Вы узнаете там то, чего вы не узнаете нигде. Будете вы этим заниматься, не будете, прочесть их надо обязательно. Ну все, это решило дело. И вот я просто хочу тут начать с того, что буквально с первых страниц она начала вести дневники где-то в 9-10 лет, очень, очень рано. Она
начинает со страниц, это религиозная, истово религиозная девочка, которая ходит в церковь, молится, и все время молится о здоровье своей матери, которая очень слабого здоровья. Ну, то есть вы с первых страниц видите абсолютно другое существо, абсолютно другой образ. Вот. Но я сразу просто чуть-чуть зайду, чтобы было понятно. Она родилась в 1910 году, и что, опять же, мне хочется подчеркнуть, что все ее поколение, рожденное вот в 10-х, 8-х годах, Твардовский, Светлов, которых она очень, так сказать, любила, это все поколение людей, ну, как бы навсегда стукнутой вот этой, и 12-го года, кстати, вот у нас Солженицыны, но они изначально, многие, были людьми, как бы приговоренными советской власти, привязанными к тому, потому что они другой власти не знали. То поколение людей, которые родились в 90-е годы, ну и даже еще раньше, они сумели сформироваться в гимназиях, сумели уже что-то понять. А это были действительно дети, которые отдали себя фактически вот этой власти и были ею, ну, даже при попытке от нее спрятаться, потом убежать, понимая, как она ужасна, они этого сделать не могли. Так вот, это 10-й год. Причем ее рождение тоже по-своему, тут все двойственно, тут все смешно даже по-своему. Она рождается в очень приличном, значит, это район Невской заставы, это фабричные районы, но она рождается в семье заведующего мануфактурой. Ее дед пришел когда-то из Латвии, обрусевший, ну, не обрусевший, а латышский немец, да, это такая была специальная. Его все время будут, ее семью, их считать то немцами, то евреями, соответственно, то кем их только не, бергольцев не считали, но у него было две буковки «Г». Отец ее за эту фамилию заплатит ссылкой во время войны. Тут уж никуда не денешься. С такой фамилией трудно было жить тогда. Ну вот, а дед возглавлял мануфактуру. И это был, в общем, очень богатый дом, который был абсолютно... существовал отдельно, вся ее семья существовала отдельно от того, что происходило в этот момент рядом на фабриках и заводах. А там рядом была Крупская, Минжинский. Крупская учила рабочих, соответственно, знаете чему, да, всем этим большевистской грамоте. Ленин там подымал несколько заводов. Это начало, это место, в котором она родилась, это вот место рождения большевизма, РДРСП. Так, все, извините. Это про РДРСП. Я вдруг перестала это выговаривать, эти буквы, ну и хорошо. Так вот, и Иван Бабушкин, значит, именем которого будет потом назван сквер, еще раз говорю, Минжинский учил там, будущий нарком НКВД и ОГПУ будет учить там тоже рабочих в школе над квартирой ее бабушки. То есть, когда Ольга уже стала взрослой и захотела ужасно написать свою историю большевиков, про то, как они, значит, и кинулась к своей родне в первую очередь. Родня сказала: да не видели мы никаких большевиков. Кто-то тут ходил, что-то мутил какую-то воду, но... И она была очень расстроена, потому что, понятное дело, что она была девочкой уже совсем уже из другого теста. Итак, но само ее рождение было тоже полно всяких трагических обстоятельств. Родители были против брака с матерью. Ребенок родился как бы явно до брака, то есть официального брака. Значит, ребенка сначала вообще чуть ли не в приют выкинули, но потом дедушка, значит, за ней поехал, потому что мать была больна, и вот ее забрали в дом. Это, я говорю, масса было всяких вокруг историй, они потом все кончились очень хорошо, слава богу. И вот вы видите ее 13-летней, она пишет дневник уже такой вполне себе грамотный и хороший. Вот, и сейчас, да, теперь, значит, самое главное. Вот 24-й год, девочке 14 лет. Умирает Ленин, причем так как бы это мир НЭПа, то никакого еще вот такого идеологического нажима в школах не существует. Но
уже, так сказать, она себя чувствует вот рядом с революцией, гражданской войной, вот она об этом мечтает. И в этот момент умирает Ленин, и она пишет свое первое стихотворение, в нем есть вот это замечательные строки, как у нас гудки сегодня пели, точно все заводы встали на колени. Очень хорошее колени Ленин, да, ведь они теперь осиротели, умер Ленин, милый Ленин. И это печатают в стенгазете огромными буквами, причем ее хитрый отец, который просто терпеть не мог большевиков, он врач был Тортонского завода, он сам понес это в стенгазету, это напечатали, и она испытала первый вот такой прилив честолюбивого счастья, когда эти вот самые бывшие старые большевики, которые на этом заводе, они читали ее стихи и плакали. Вот. И с этого, конечно, с этого начинается ее путь. Она потихоньку уходит в газету «Смена», в такую молодежную организацию «Смена». Не буду сейчас на всех. Значит, там вот это абсолютно еще юное существо, ей 17-18 лет. Она встречает 19-летнего Бориса Корнилова, приехавшего из Нижнего Новгорода, такого тяжелого, очень мрачного человека. И сначала там масса других молодых людей. Это, в общем, организация вот эта поэтическая, она, конечно, курировалась уже вот этими раповцами, да, чтобы те, кто не помнит, кто это такие, это Российская ассоциация пролетарских писателей. Это такая, я бы сказала, опричнина, литературная опричнина. Это люди, которые специально следили за писателями и поэтами, да, в конце 20-х годов, чтобы они как-то не очень следовали линии партии. И вот там как раз она знакомится и с юным, в смысле, она юная, а уже взрослым Лебединским Юрием Николаевичем. А это были две красивые очень сестры. Вот видите, вот это ее сестра Мария, которая была на 2 года младше. И вот Юрий Николаевич ее абсолютно юную девушку увел, да, хотя у него уже было до этого, по-моему, боюсь, уже 2 жены было. Вот, лучший друг Фадея. В общем, вы понимаете, куда попадает, в какую компанию попадает наша героиня. Вот, и тут же она очень быстро женится, выходит замуж, извините, за Корнилова. И это тоже история очень драматическая, потому что все знали, что Корнилов самый талантливый в этой компании. Она еще пишет достаточно, по-детски и вторично. А Корнилов это такая вольница, это такой немножко пугачевщина вот в его стихах, в самых начальных. Но все знали, что он самый лучший из них. И когда они соединяются, то, в общем, этому браку, на самом деле, всего будет 1-1,5 года. То есть все всегда связывали их имена на всю жизнь и говорили, что ее чуть ли не посадили из-за Корнилова. Это не имело никакого отношения к действительности. Потом об этом я скажу. Вот. А Корнилов – это постоянное столкновение двух начал, потому что она еще, так сказать, очень самолюбивая, но в то же время еще не нашедшая себя, а это человек, который уже пишет настоящие, очень хорошие стихи. Но кроме того, он, в отличие, как она потом скажет, он никогда не был комсомольцем настоящим, он никогда не был настоящим советским человеком, потому что он любил пить, разумеется, он был человеком из группы такого поэта Павла Васильева и Смелякова, московских таких, более таких необычно свободных таких поэтов, но диких, да, то есть это были немножко... Они воспевали эту дикость. Но потом, кстати, мне очень о нем вообще больно говорить, потому что он был фактически арестован и посажен по доносу такого Лисючевского, такого кошмарного абсолютно, человека, который потом прекрасно прожил, руководил советским писателем. В общем, ничего ему не было. А донос он огромный написал на него. Но это человек, которого потом очень любил Мейерхольд и хотел делать пьесы, по его стихотворным пьесам делать спектакли. Он стал таким
что все было ужасно опасно. Он был любимцем Бухарина, и Бухарин хотел, чтобы он писал вот такие поэтические страницы целые в газете «Известия». Все это было для него катастрофично, безусловно, в будущем. Но Ольга с ним расстанется уже в 30-м году. Он напишет про белокрылую русалку, чудесные стихи, как бы прощаясь с ней. И они расстанутся. Но я договорю сейчас эту историю, потому что она очень важная. В 1936 году она будет уже ответственный секретарь журнала газеты «Литературный Ленинград» и будет обладать уже в тот момент совсем такой ужасной неуемностью, потому что наступает время процессов, она пишет вот эти передовицы о том, что надо сажать, надо вести, так сказать, эту линию правильно партии и правительства. И вдруг она пишет в дневнике такие слова: «Корнилов арестован, правильно, за жизнь, так и надо, потому что он вел себя ужасно, пьянствовал». Это она пишет после того, как умирает их общая дочь. То есть вот это вообще как бы чудовищно все вместе, потому что дочь фактически умерла уже первая, я еще не скажу, от другого брака, и умирает вот ее Ирина. Это было все ужасно, и она с такой яростью, как бы сказать, обличает своего бывшего мужа. И вот только после того, как она сама сядет в тюрьму, потом она из нее выйдет в 1940 году, она напишет огромный цикл памяти Корнилова, где она напишет о своей кошмарной вине, о том, что она, наверное, подозревает, что он уже расстрелян, что его нет в живых, но она понимает, через что он прошел. Да? И она пишет, что первый мой единственный, прости, вот эти вот у нее есть эти строки. И что меня в ней, кстати, невероятно подкупало, уже вот когда ты читал эти дневники, что она все время, она могла меняться. Она могла, понимаете, вот кажется, ты читаешь дневник, или это упертое сознание, которое вот оно абсолютно, вот знаете, такое жесткое. И вдруг что-то происходит, и в ней побеждает человеческое, в ней побеждает душа. И я, кстати, вот то, что я хотела в самом начале сказать, что вообще весь ее путь – это постоянная борьба в себе, во-первых, вот с этим советским каноном, да, человеческая, и это борьба советского поэта просто с поэтом. То есть вот она с себя как будто сдирала эти куски кожи советские и пыталась стать живой. И вот это, собственно, стать настоящей. И это, к сожалению, до конца все равно не удалось, но об этом потом. Итак, Корнилов уйдет из ее жизни, и появится совсем другой человек, появится Николай Молчанов. Человек, надо сказать, абсолютно особенный и замечательный. Здесь чего-то у меня написано, я уже забыла, да? Ну вот, значит, да, это... Он был учеником, он филолог, они вместе учатся на филологическом факультете. Он очень смешно ей однажды говорит о том, что он не может, они уже любили друг друга, что он не может жениться на ней, пока не наступит полный социализм. Потому что, ну зачем же жениться, если еще не наступил социализм, надо все сделать, и тогда только. То есть это были люди... Абсолютно вот такие вот, в них это все было искренне до конца. И они едут вместе, это очень важно, еще с одним другом, таким Леонидом Дьяконовым. Это двоюродный брат Заболоцкого, Леонид Дьяконов, их близкий друг. Он писал потом сказки, жил он в Вятке, в Кирове, но... Так сказать, вот эта история, которая с ними произойдет, она потом отыграется в истории их ареста, ее ареста. Они едут в советским Казахстаном, от газеты «Советский», по-моему, или «Степной Казахстан», сейчас забыла уже, «Власть труда». Да, нет, они едут... Советский Казахстан это. Они едут журналистами описывать коллективизацию. Вообще... Спят они на столах, у них нету, вот прямо есть редакция, и у них негде не спать, не есть, я не знаю, как все остальное, они, там, как они втроем там существовали, они даже не втроем. И к ним, они
выходя на улицу, ходя по этой страшной, значит, вот этим местам коллективизации, они же все видят, они же все, вот этот ужас, голод, у них есть какие-то люди, казахи, они все это прекрасно понимают. И вот она пишет, что она не знает, что с этим делать. Она и до этого, когда объехала уже Чеченск, там Северный Кавказ, она уже тогда видела, что крупные инженеры заводов, которые строили, у которых она брала интервью, еще она же как журналист, они погибают, они исчезают. А здесь тоже, но здесь как бы целое, перед ней открывается весь ужас коллективизации, и она пишет Лебединскому, который уже ее родственник, но он партиец старый. Она пишет: Юра, что мне делать? Как писать неправду? Вот говорит, я постоянно сталкиваюсь с ложью. С тем, что мы пишем, мы обманываем. Но скажи, что партия по этому поводу реально думает, да? Вот что, как быть? И это письмо, к сожалению, у него оторванный конец, продолжения у него нет, поэтому я могу только вот сказать, что это было. В 30 где-то уже втором году она уезжает из этого места и начинает писать роман журналиста, но она уезжает фактически в Ленинград, где становится очень такой привлекательной для целой такой компании, известной, которая появляется в Ленинграде, чтобы создать издательство детской литературы. Это Маршак, Горький и Леопольд Авербах. Они приезжают создавать такие абсолютно креативные, как можно сейчас сказать, проекты, создавать историю заводов. Горький тогда уже почти, так сказать, принял решение вернуться, но еще он приезжает тайно в Россию, он еще до конца, так сказать, не поселился в Советской России. И появляется Леопольд Авербах. Эта фигура тоже очень интересная, потому что он возглавлял фактически вот этот РАП. Ольга, переписываясь с мужем, уже он муж, Молчанов, все-таки они поженились, она его называет князем и говорит, что он все время носит пистолет и рассказывает, как он в Германии делал революцию. Вообще, когда это читаешь, ты даже не понимаешь, что имеется в виду. Но потом понимаешь, что это вот вся была история с Радеком, с Ларисой Рейснер, когда была целая выпущена группа таких пропагандистов, которые пытались расшатать Германию. Ну, сейчас это вообще все становится понятно, как это, все эти механизмы. Да. Так вот, появляется Леопольд Авербах, и у Ольги начинается с ним роман. Она юна, она чистолюбива невероятно, потому что Горький от нее в восторге, Маршак от нее в восторге. Она собирала еще частушки везде, она очень хорошо пела, она очень хорошо всем это все рассказывала. И она, ну и красавица была абсолютная. И она, конечно, приводила всю эту публику в невероятный восторг. И вот у нее еще начался этот роман, который тоже отыграется в ее посадке. Да, вот этот Леопольд Авербах, он будет потом арестованный, один из первых расстрелян в 1937 году. И она, конечно, вот все это вместе... В ее судьбе все ее как бы юные вот эти все развлечения и увлечения, они дадут себя знать. А тем временем ее муж, который, надо сказать, что в нем было еще замечательно, в том, что она пишет о нем, она будет всю жизнь о нем писать, до конца дней своих, о том, что это человек, который был мерилом моей совести. Любое стихотворение, любой текст, если он отвергал, она никогда его уже не печатала. А он был действительно человеком абсолютной совести, но ужас стоял в том, что его отправляют в армию из Казахстана, и он попадает сразу, там взрывается прямо рядом граната, и у него начинается с этого момента, он становится эпилептиком. И у него эти приступы эпилепсии, которые следуют один за другим. И, собственно, это и погубит его во время блокады, потому что голод в сочетании с эпилепсией даст его ужасный в психиатрической больнице конец будет. Ужасный, потому что он вот как бы от голода и эта болезнь будет только обостряться. И, собственно, смерть Молчанова отчасти и развернет ее
потом очень серьезно в блокадную тему, когда она напишет большими буквами «Я тоже ленинградская вдова». Но это тоже потом. Но это все завязывается, знаете, как все узлы завязываются вот в эти времена. Вот. Ну, а я о смерти дочерей даже не очень хочу много говорить, потому что это действительно кошмарная тема. Умирает ребенок первый от Николая Молчанова, девочка Майя, умирает просто от обезвоживания. Я должна сказать, что тут еще есть момент все равно какой-то ее вины, потому что ей было, конечно, не до того. Она занималась, она работала в газете, она занималась вот детской литературой, чем она только не занималась. А дети были в этот момент не очень, так сказать, приглядывала она за ними. Вот. И умирает Майя, а вслед уже 8-летний, 9-летний, ну, в 1936 году, как я говорила, умирает Ирина. И с этого момента начинается Ольгин главный ужас. Это не случившегося материнства. Он перейдет во всю ее тоже лирику и поэзию. Понимаете, начнется ужас того, что она будет в течение многих лет пытаться забеременеть. И здесь тоже я уже раз на эту тему говорю, опережу немножко. Все будет... Главная трагедия, конечно, произойдет, когда она в 1938 году после чудовищных допросов у нее будет выкидыш очередной, потому что она все время пыталась, она была вообще какой-то период беременна постоянно, чтобы иметь ребенка хоть как-то. И с этого момента, после того, как она все-таки там, она считала, что она умрет, что ребенка выбили, и у нее ничего больше не может быть. Но и вообще как бы предположить, что она вообще останется жива, тогда было очень сложно. Но она вышла, почему тоже потом скажу. И когда из тюрьмы в 1939 году, то уже потеряв все, то с этого момента все ее попытки забеременеть будут заканчиваться тем сроком, на который у нее выбили ребенка. Ей будут как будто напоминать судьба о том, что вот это случилось тогда-то и тогда-то. Да? Это будет какой-то такой страшный приговор, который как бы не состоится в тюрьме, но состоится в жизни. За ней будет гнаться это несчастье. Но с этой темы погибших дочерей начинается главная, может быть, тема, которая переведет ее уже в разряд настоящих поэтесс. То есть из все-таки таких, таких советских, знаете, она могла быть такой Маргаритой Алигьери немножко, если бы она не попала в тюрьму. Об этом тоже важно помнить и говорить. Так вот, она... Начинается тема памяти. Тема памяти, которая перейдет потом вот в эти великие слова, которые будут написаны на Пискаревке, да, «Никто не забыт, ничто не забыто». Фактически библейские слова. И я вам хочу сказать, что вообще библейские тексты она очень хорошо помнила с юных лет. Она выросла в Угличевском, часть юности провела во время гражданской войны в монастыре Углича, где они, собственно, спасались с матерью и сестрой. И у нее, если кто читал «Дневные звезды», то, наверное, это очень хорошо помнит, там целая глава этому посвящена. Но я хочу сказать, что вот эта тема памяти, эти слова «Не забуду тебя, аще не забуду тебя, Иерусалим», эти они как бы в ней все время жили, но проявляться стали, как только начались первые трагедии. То есть до этого мы видели такого вот абсолютно советского человека, сделанного почти что фабричным способом. Да? И вот к 1937 году, к началу всеобщих катастроф, когда она будет участником этих катастроф, прямо, я бы сказала, даже соучастником, она будет писать запредельные тексты о том, что вчера слушала речь Сталина, как это было прекрасно, какое это было счастье и так далее, и так далее. Все будет. И в дневниках иногда ты читаешь и не веришь своим глазам, потому что вот только что это был честный человек, который понимает, что лжи больше, чем правды. Да? Но нет, пока нет. И
вот он первый происходит сигнал. Сначала снимают Горелого, Анатолия Горелого главой этой газеты. Она ничего не может понять, потому что он партийный, перепартийный. И начинает все больше сажать вокруг нее. Она уже в таком огненном кольце. И первый ей, конечно, наверное, об этом говорит Николай Молчанов, что ты понимаешь, что происходит, да, что вообще. И она пишет, что же мне делать с мужем? Я же его так люблю. Неужели он может думать не так, как, значит, как партия? Да что мне с этим делать? Она как бы... И тут же вот уже берут Авербаха, и ее начинают вызывать на первые допросы. Ну ладно, допросы. Это как бы часть была ее такой ужасной беды, потому что ее еще не сажают, ее просто вызывают на допросы. Самое ужасное начинается потом, когда ее начинают исключать из партии, потом ее исключают из Союза писателей, из партии ее исключают на заводе «Электросила», на котором она работала. И самое, то, что ее потрясло до глубины души. Значит, сидят старые большевики, которых она опрашивала, она пыталась писать историю завода, это «Электросила». Она там в газете работала. И они ее ставят на трибуну, значит, и начинают расспрашивать, какие отношения у нее были с Авербахом, сколько раз она с ним спала, как это происходило. Вот это все. Они вываливают на нее такое количество своего собственного. Она думала, что они все там, те самые там зимние брали, что они вообще не про это. А они абсолютные вот такие вот, как бабки на заваленке, они, значит, они ее обсуждают, каждую сплетню. Она говорит, что это было там 1-2 раза. А вот сколько и как, и при каких обстоятельствах. В результате ее, значит, исключают из партии, ее исключают отовсюду. И она уходит учительницей в школу. Еще никого не арестовали, она уходит учительницей в школе. А в это время в городе Кирове, о котором я уже упоминала, значит, начинается интересный процесс. Ну, вы же понимаете, что в 1937 году все должны были бежать впереди паровоза, чтобы каким-то образом не попасть под него сами. Но в газете «Кировская правда» работает вот этот ее друг, этот Леонид Дьяконов. В газете работает такой Алдан Семенов. Это он инициирует процесс над троцкисткой, сейчас скажу, Авербаховкой Ольгой Бергольц. И говорит, что вот наш вот тот вот сотрудник, он с ней был когда-то в этом самом, в Казахстане. Она написала повесть «Журналисты», а в этой повести есть точно двойной смысл. Повесть, кстати, не очень хорошая, она не очень интересная, но там 3 героев. Вот девушка, журналистка, и, значит, вот 2 Анг, одного зовут героя, а второго зовут как Николая Молчанова, не помню уже. Но все похожи, все имена похожи. Вот. И они, как бы, эта история вот такой дружбы, с одной стороны, а с другой стороны, там есть очень один злобный журналист, который приезжает, который высокопарно выражается. Но он написан был с этого Алдана Семенова, в общем, неприятный персонаж. Вот. Но суть была не в этом, а в том, что, значит, инициируется, как бы сказать, вот это дело, а Дьяконова забирают скоро, уже арестовывают. И там он рассказывает, первый рассказывает про то, что, значит, они вместе с Ольгой Бергольц и вообще большой компанией должны были покуситься на жизнь Жданова и Ворошилова. Каким интересным образом? Они должны были вкатить танк на Дворцовую площадь и из него выстрелить по членам правительства. Вот. И это вполне себе прошло. Самая в этой ирония истории состояла в том, что Алдана Семенова взяли тоже, всех, кто придумали это все, взяли тоже, их всех пытали, их всех, значит, мучили. Удивительным образом часть из них отсидит, вот именно вот этот несчастный Дьяконов, он просто в сумасшедшем доме проведет, но он, слава богу, потом выйдет. А Алдан Семенов просидит 20 лет, напишет такие трогательные тюремные мемуары, а потом будет очень хорошая история, как они встретятся в Малеевке, и она его будет бить сначала
этим кием от бильярдным, а потом еще тапочком по щекам. Ну, видимо, она была тогда, опять же, в несколько приподнятом состоянии, но про это сохранилась писательская легенда, как она гонялась за ним и пыталась его избить. Вот, за все, за те 30-е годы вот эти встречи с этих самых доносчиков с недоносчиками, с жертвами, они, надо сказать, проходили тогда. По воспоминаниям, во всяком случае, все очень интересно описано. Так вот, ее берут в конце 1938 года, и дальше начинается история очень, очень необычная, потому что все равно самое загадочное было в том, что все, кто пошел по этому делу, они все-таки, ну, как бы сказать, они не сидели полный срок, потому что смена произошла Ежова на Берию, а Ольгу выпустили через 10 месяцев. Но успев ее сломать внутренне чудовищно с гибелью ребенка, успев все ужасное с ней сделать. И сейчас я, может быть, просто... Да, сейчас это я немножко сейчас подальше, ладно, потому что вот, да. Вот она пишет, уж лучше я это зачитаю. «Ровно год назад в этот день я была арестована. А ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, то есть не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в большом доме, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безысходности, с которыми шла на допросы. Ну ладно, не надо. Да, но зачем же все-таки подвергали меня всей этой муке? Зачем были те дикие полубредовые желто-красные ночи, желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах голуби? И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности. В дневнике было зафиксировано с января по февраль 39-го камера 33, с марта по апрель одиночка 17, в апреле же арсеналка, больница, одиночка 29. Опять одиночка. Она пробыла в тюрьме 197 дней и ночей. Следствие шло по статье 58.10, так же, как и она была беременна. То есть она была беременна и тогда, и потом. Ну, в общем, это не важно. Самое важное в том было в этой истории, во-первых, то, что она увидела огромное количество людей, несправедливо осужденных, и она прекрасно поняла, что это как бы это система, она ее увидела, она потом будет все время писать о том, что это абсолютно непонятное, зачем это вообще власти, зачем это Сталину. То есть, ну, идея того, что Сталин не знает, она все равно с ней была всегда, но все-таки. А второй момент состоял в том, что она больше будет, после того, как она выйдет, хотя сейчас я еще скажу, как она вышла, она вдруг поймет, что она не знает, о чем писать. И вообще, как писать, если ты пережил это, а сказать про это не можешь? Да? Что вот это начинается такой тупик, из которого выхода больше у нее не было. Это 40-й год, это время самой чудовищной депрессии. Но что произошло все-таки во время ее ареста? Здесь была своя тайна, которую пришлось как-то, вот, знаете, выковыривать тяжело очень, потому что я читала письмо ее мужа. Его заставляли отречься, он, разумеется, не отрекся. И он пишет письмо ее сестре, где он пишет, чтобы та ни в коем случае не вмешивалась в это дело. И он пишет, что если вот он исчезнет, то тогда она должна что-то делать, но ни в коем случае не сама, чтобы она ничего не предпринимала. Но самое главное, он ей намекает, то есть не намекает, он пишет о том, что он написал 2 ужасных письма, и что вот это третье он пишет, к счастью, он может что она правильно все понимает, поэтому он как бы не отвечает ей тоже нормально. И вот тут начинается эта семейная тайна, о которой мне родственники аккуратно говорили.
тайна состояла в том, что было два письма Молчанова, которые, по всей видимости, гонимый в этот момент Юрий Лебединский, он тоже исключен из партии, он тоже, значит... но он сидит и прячется в Москве. У него лучший друг Фадеев, который его прикрывает. И, по всей видимости, возникает из косвенной какой-то переписки возникает такой сюжет, что эти письма Молчанова он должен был отнести куда-нибудь и кому-нибудь показать, как коммунист, который хочет вернуться в партию и просигналить партии, что вот этот человек, он плохо относится к аресту своей жены. Ну, вы же понимаете, это немножко такой искаженный мир. Вот. И дальше начинается, он все время уговаривает свою, вот ее сестру Марию Федоровну не обижаться, не оскорбляться, и сетует ей на то, что она уничтожила, по всей видимости, эти письма. Она их уничтожила, которые он хотел отнести куда надо. И все было бы, наверное, совсем хорошо. И он бы в партию вернулся, и все. Вот. И это была такая ужасная семейная тайна, но это часть только этой тайны. Вторая семейная тайна состояла в том, что Мария Федоровна, она была интереснейшая женщина, тяжелая. Они потом в конце жизни очень ссорились и в общем, были в плохих отношениях, потому что Мария Федоровна считала, что Ольга – это ее... Но она ее должна всегда спасать, и это вообще в какой-то момент стало ее достоянием, эта сестра, в ее понимании. А в тот момент она, понимаете, она никогда не разделяла коммунистических особых взглядов, то есть она спокойно к этому относилась, но для нее семья была в центре жизни. Да? Вот за семью она готова была за своих близких все отдать. И она действительно, она села на поезд, поехала в Ленинград, и пошла аж к самому главе Большого дома Гаглидзе, такой был Сергей Гаглидзе, который досиживал, вот он был и при Ежове, и при Берии. И он, в общем, тоже сидел и, видимо, и шатался на этом стуле. Но, в принципе, если человек приходил со стороны к большому начальнику, то кончалось это вполне могло кончиться для нее арестом. Она пришла и сообщила следующее. Это об этом она, слава богу, написала. Небольшое такое воспоминание. Она ему сказала, что, вы знаете, у вас сидит вот моя сестра, а вы знаете, это очень не нравится Александру Фадееву, которого так любит товарищ Сталин, так любит просто. И вот вы зря это делаете. В общем, она наговорила ему своей какой-то дамской чепухи, выдумав ее, безусловно, абсолютно. Потому что когда она вернулась, она еще тогда, значит, с мужем разговаривала, а потом перестанет вообще, и расстанутся они из-за всех этих сюжетов. Она сообщила ему, что, значит, ему и Фадееву, что она фактически его именем пытается освободить сестру. Фадеев, видимо, тогда уже стал белым от ужаса, потому что он только что написал большую работу, книгу подготовил «Николай Ежов и его борьба». И вы понимаете, а Николая Ежова вот-вот расстреляют. И Фадеев дрожит от ужаса, что он сейчас... Еще тут ему Ольга Бергольц и так далее. В общем, он хватается за голову, бежит из дома из этого. Значит, Лебединский в ужасе. Но, как ни странно, срабатывает. Ольгу выпускают. О чем, что интересно, что ни в одних записях, да, ни в дневниках, как бы сказать, анализ ее освобождения, нигде его не существует. Что произошло, никто не знал. Но самое все-таки тут важное, что когда она вышла и начала вот эту жизнь, то жизнь эта в ней внутри остановилась. Да? Ей вообще было уже все неинтересно. Важное вот что, я не договорила важную мысль. Она получила дневники назад, которые были арестованы. Дневники, видите, у нас арестованы были несколько раз. Она их получила. Там нет, кстати, в этих дневниках, я их много раз, так как туда-сюда, уже когда мы их комментировали, издавали, что только с ними не делали, там отсутствует 34-й, Кировское, вообще убийство Кирова, вообще все, что вокруг Кирова, там нету. Это куда-то делось. Но неважно. Самое главное, что она получает дневники с
пометами следователя, вот с такими толстыми, где он просто прочитал все, вплоть до ее каких-то исповедальных страниц, а она писала о своей женской жизни все на свете, да. И вот она пишет, зачем я держу в руках этот ужас, да, вот он залез своими руками как бы мне в самую душу. Это даже хуже, чем когда меня мучили и били, чем то, что, значит, он там читал. Вот, но быстро я, чтобы не очень, так сказать, это все... Я пойду уже к блокаде, и я хотела, да, вот видите, вот это вот и большой дом вы тут видите, и выпуск, и тетрадь, и, да, мы будем вот это рассказывать. Да, так вот, 41 год. Вот самое страшное, и это, надо сказать, опять же, не только с Ольгой Бергольц происходило, но, допустим, даже с таким, казалось бы, человеком замечательным, как Анна Ахматова и Борис Пастернак, восприятие войны шло через войны, вот этой страшной, ужасной, как спасение, как выход из ада, да, в который все попали в эти годы ежовщины там, и дальше, в 1937-1938 году. Всем казалось, что через войну придет освобождение. Всем казалось, что война... вот все эти проблемы сейчас решит, да, тюрьмы и всего, что происходит. Это заблуждение, но оплаченное действительно очень сильно. Но Ольга, как самый такой последовательный в этом смысле человек, она, собственно, это в дневниках и пишет, что начинается новая жизнь. Да? Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня, он пришел, вот жизнь моя, дыхание, Родина, возьми их. У меня там дальше идут строчки о том, что ты меня там мучила. То есть вообще Родина, тюрьма, Сталин, это все вместе. Вот это меня всегда добивает в этой истории. Я вот так я пыталась разделить потом все эти понятия. Они почти не делятся. Это и есть главная трагедия, потому что тем, кому удалось это разделить, те как-то сумели даже сохраниться. А вот это поколение, они не разорвали эту страшную связь. Ну, собственно, сейчас это возродилось с новой силой. Мы просто попали почти в те же самые обстоятельства. Я имею в виду Россию. Вот. Итак, она попадает в эту блокадную ситуацию, и тут же с ней случается... Молчанов идет на несколько, буквально недель на фронт, его оттуда как эпилептика возвращают, и возникает следующее ее раздвоение, одно из самых тоже чудовищных, оно тоже потом приведет как по тяжелым последствиям, это то, что она влюбляется в Георгия Макогоненко, он редактор на радио, где она работает, и она одновременно любит своего этого умирающего мужа, и этого несчастного, этого счастливого Макогоненко, извините, с которым они работают на радио. Это как бы на фоне блокады начинается бурный страстный роман. В ней вообще очень много было жизни, страсти, и, как она говорила для себя, это было такое противостояние смерти, вот эти их свидания, это их жизнь в любви, что это вот действительно на краю, когда страсти становились самыми отчаянными и отчетливыми. Но оставалась история с мужем. Да, и вот это, сейчас я просто, да, вот это вот я хотела сказать. Оставалась эта история, как он медленно умирает. Мало того, он все понимает, что с ней происходит. Он прощает ей все, потому что он всегда говорил, что я знаю меру твоего таланта. И он к ней относился очень глубоко. Она это все прекрасно знала, поэтому, я говорю, всю последующую жизнь она как бы будет ему, ну, за это платить, за все, что с ней происходило. И она напишет, там пронзительные есть слова, я еще не понимаю этого. Вчера умер Коля, да, это начинается смертное время блокадное. Это когда смертное время, это особое время, да, когда умирают сначала дети,
потом умирают старики, а потом умирают мужчины. Вот, как бы сказать, женщины живут дольше и выдерживают все то, что там происходит. Тут надо не забывать, что Ольга, которая еще не является никакой блокадной Мадонной, она просто работает на радио, и у нее еще нет вот этого реноме. То есть она просто такой очень хороший сотрудник, и у нее есть все-таки, в отличие от многих, какой-то паёк более-менее. Да еще Макогоненко, который мотается на фронт, на линию фронта, тоже привозит. Это все очень важно. Каждая капля в этой истории, да, давала возможность выжить. Но Николай был обречен именно потому, что он постоянно попадал в этот сумасшедший дом несколько раз, и там был особый, там даже если она ему приносила еду, эту еду тут же у него утаскивали. Это все ад, который описан там именно в дневниках. Вот она пишет, значит, он вернется, это пройдет. Вчера вместе с Юркой ходили в больницу. Ну, это Макогоненко. Я решила, пусть его похоронят от больницы в траншее, в братской могиле. Делать деревянный ящик за 250 граммов хлеба, копать могилу за 800 граммов, везти его на саночках через весь город, бегать к обидчикам, властям, в ЗАГСы и прочее. Зачем? Зачем это нужно ему? Чем это нужно ему и хоть чем-нибудь выразит мою любовь к нему? Разве это поможет ему теперь? Лучше отдать этот хлеб опухшей Марусе, накормить ее, помянуть его хлебом. Он очень бы одобрил меня за это. Я расскажу ему это, подумал я, решив, что он одобрит меня. И дальше она все время пишет, да, как страшно, бессмысленно погиб этот изумительный сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталось без его любви. Но пусть бы даже разлюбил, и я недостойна была этой священной его рыцарской любви. Только бы пусть жил, только бы пусть жил. И вот начинается вот эта линия слома следующего, перегиба как бы ее судьбы, когда все пойдет иначе. Она улетает, ей кажется, вот что интересно, она опухшая, и ей кажется, что она беременна. И ей кажется, что она беременна от своего мужа. И она едет с тем, чтобы сохранить в Москву, чтобы сохранить ребенка, потому что она думала, что это хотя бы будет последней ниточкой. У нее чудовищная депрессия. Опять на пороге появляется ее сестра с пистолетом, которая умудрилась через Ладожское озеро привезти кучу посылок в этот голодающий город и говорит, что я тебя забираю в Москву. Все, ты не должна здесь умирать. Все. И она соглашается. Она говорит, что у нее нету никакого желания, у нее ничего нет. И, кстати, если, опять же, или смотрели фильм когда-нибудь, или читали «Дневные звезды», то вот эта дорога к отцу знаменитая, когда она ползет через весь... Это реальная история, когда она ползет через весь город, видя все на свете, когда она падает в обморок и слышит свой голос по радио. Она ползет к отцу, который работает его еще не сослали эти замечательные НКВДшники, которые умудрялись сажать еще людей в блокадном Ленинграде и ссылать их, еще не хватало на это сил. Вот. И она ползет через Неву, весь день она к отцу, потому что ей нужен был хоть один близкий человек после смерти Николая, чтобы к нему как-то вот прильнуть. Отец не узнал ее. Отец только потом, когда помыл ее немножко, он узнал, что это она. Вот. Это очень сильная вообще вещь, которая ей написана и понята. И в конце концов она приезжает в Москву, ей врач говорит, что там ничего нету, что она опухшая. Она попадает в гостиницу «Москва». И вот это ее описание того, что здесь ванны, здесь свет на улицах. Боже, что тут люди, они не знают слова «блокада». Здесь нельзя еще было говорить. Только появляется разрешение говорить, что в Ленинграде есть блокада. Она начинает читать, она уже написала ленинградскую поэму вот со словами о том, что я тоже ленинградская вдова. Она уже все сделала. Самое, так сказать, главное. И как бы ей кажется, что она может вообще уже умереть после того, что она написала. Но происходит самое ужасное. Это никто не хочет этого слышать, никто не хочет этого знать.
того, что происходит. И она взрывается бешенством и пишет письмо, что я хочу в Ленинград, я хочу туда, где есть свобода. В Москве вот здесь нет свободы, а там, в блокадном Ленинграде, мы свободны. Мы все там умираем, мы гибнем, но мы там люди, а здесь людей нет. Вот это... И вот с этого момента, можно сказать, она и начинается как блокадный поэт. Она возвращается. Ее очень в этом поддерживает Макогоненко. Она возвращается, и она становится действительно голосом этих людей, становится, потому что она говорит о том, как они живут каждый день. Во-первых, она говорит, что вы все герои. Да? Вот не те люди, которые только воюют или защищают. Каждый из вас, кто сейчас живет этим одним мгновением, которым от жизни к смерти, вы все герои. Во-вторых, она превращает это все, понимаете, она создает такой блокадный эпос, да? Она в это вкладывает всю себя. И она для этих людей становится абсолютно вот их голосом, их чувствами. Они не могут выразить того. Они говорят, что когда они слышат ее голос, они понимают, когда они лежат в своих холодных домах, что они живы. И она говорит вот эти замечательные слова, знаете, в свое время их там Цветаева говорила, про быт и бытие. Она говорит про то, что вот когда быт, да, когда то, что ты должен принести воды или вылить помои, это превращается в высокое бытие. Ты не падаешь, а ты продолжаешь жить, несмотря ни на что. Вот это она все превращает, поднимает на какую-то невероятную высоту. Этим она, собственно, и остается навсегда для этих людей. Героини. Они многие, вот, знаете, когда в Ленинграде, там, в смысле, уже в Петербурге, когда бросались на меня вначале, говорили, как вы посмели в Москве написать про нашу. И я их, потом мы уже с ними мирились в каких-нибудь библиотеках, потом они вроде там книжку, когда читали, все уже как-то примирялись со мной. Но я хочу сказать, что они, когда я их спрашивала, а что для вас, почему вы так к ней были привязаны, что с вашими родителями? Они без конца рассказывали о ней какие-нибудь легенды, да, это уже был человек, который перерос самого себя. Вот, но возвращаясь уже... Да, вот этого видите. Да, вот. И, собственно, то, что я вам говорю, она написала гениальнее все в стихах. Да, я говорю за всех, кто здесь погиб. В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыхание. Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь и смерть, и лед. Я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страдания. Вот это самое главное, что вы не какой-то там отдельный поэт и кто-то. Вы разделили все это. Да? Вот эти фотографии она собирала сама и подписывала. Вот эти блокадные, это были ее. Вот, но там их было гораздо больше в этом самом в архиве. И вот, значит, наступает, казалось бы, абсолютно феноменальный год, когда все... Ну, во-первых, все в 1945 году, еще раз говорю, ждут счастья и ждут, что все будет по-другому. Разумеется, тут наступает у нас 1946 год, постановление о журнале «Звезда» и «Ленинград». Интеллигенции показывают на ее место, что она должна не просто заткнуться, а вообще лучше сидеть и не открывать рта вообще. Да, на примере Ахматовой и Зощенко на самом деле все должны присягнуть, были все до одного, что они разделяют все то, что наговорил тогда товарищ Жданов. Если говорить как бы более глубоко, хотя это в двух словах, я просто скажу, это была абсолютно внутрипартийная история, где Маленков хотел съесть Жданова, Жданов Маленкова, они перед Сталином, значит, играли свою игру, а заодно всех, так сказать, они губили там. Что естественно. И вот, но это как бы было больше делом общим. Оно не коснулось Ольги. Она в этот момент почти счастлива. Она героиня, хотя, я должна сказать, она не получила ни сталинской премии. Она, как бы сказать, у нее есть какие-то свои заслуги, в смысле свои награды, но не более того. С Ахматовой, которой она была влюблена с 18 лет, это была действительно одна из самых лучших историй, потому что весь период,
когда Ахматову уничтожали, она была рядом. Она ее кормила, она ее защищала, и вообще она себе поклялась, надо сказать, это тоже написано в дневниках, что никогда больше, ни на каких собраниях она не будет губить близких, да? Что это было раз и навсегда закончено. Вот. И казалось бы, так бы все было бы хорошо, она народная героиня. Ее вообще все, вот видите, вот еще, это еще до постановления, где Ахматова, и Дудин, и тут Антокольский, и все. Но наступает 48-49 год. Это ленинградское дело, после всей космополитической кампании, после дела критиков, чего у нас только там не было, наступает ленинградское дело. Значит, Сталин Ленинград, как известно, не жаловал никогда. Но тут он его раздавил, я бы сказала, просто сапогом окончательно. То есть там, ну, помимо того, что он там убрал всю партийную верхушку, о которой говорить не будем, которая там, собственно, работала тогда в блокаду. Все это происходит после смерти Жданова. Маленков побеждает в своей игре. Все хорошо. Но самое главное – это уничтожение духа Ленинграда, это уничтожение музея блокады. Это вообще фантастика музея блокады, который был создан просто как целый район, был сделан с выбитыми домами, с этими замороженными трамваями, троллейбусами. Люди несли вот эти оставшиеся хлеб, эти кусочки, значит, этих талонов, не талонов, а карточек, да. Это был музей, сделанный людьми своими. Им руководил тогда такой Раков Леонид. Он сядет потом вместе с целой группой. Вот, они не просто... Мне рассказывала женщина, которая была там экскурсоводом, что они сжигали фотографии, они сжигали все. Это все просто горело прямо по окраинам улицы. И Ольга поняла, что что-то на нее, что с ней будет очень плохо, потому что и приходят из библиотеки и говорят, что ее книги все, говорит Ленинград, все связанные именно с блокадой, убираются и уничтожаются. И есть абсолютно фантастическая запись, как они садятся с Макогоненко, в какой-то момент ее охватывает паника, они садятся в машину, чтобы бежать из города, потому что у нее ощущение, что за ней вот-вот придут. И она пишет, что Луна, то есть ей кажется, что в заднее стекло, там, что таксист вообще какой-то подозрительный, да еще какой-то фонарь сзади за ними гонится, и вдруг она оборачивается и понимает, что это Луна. И она пишет: «Луна гналась за нами, как безумный НКВДшник». Прям вот такими словами. Они приезжают на эту дачу, на свою, и она хватает дневники, вот эти тетради, и прибивает их, она бежит за молотком и прибивает их к обратной стороне скамейки. То есть единственное место, которое она понимает, что они не найдут. И что, конечно, сильно уже потом, когда вот эти все, Наташа издавала это все, Соколовская, и потом, сделали памятник в Ленинграде на Черной речке, где очень, очень такой умный памятник. Это вот эти тетради с дырками, да, и эту скамейку. Вот, и, то есть печатная машинка, ее бюст, и вот это вот сделано, эти пробитые дырки в тетрадях, что очень сильно, конечно, было. И дальше она пишет: «Мы сели и стали плакать». Мы сидели и плакали весь вечер, потому что мы понимали, что мы вот загнаны. Но состоялось, как бы случилось чудо, ее не взяли тогда. И следующая сильная история – это как она едет на Волга-Дон с компанией, значит, с Твардовским, еще с несколькими людьми. 52-й год, им надо описать героев Волгодона. И она вдруг говорит: «Что я делаю? Это же такие же каторжники, как... Я же все это понимаю, что они каторжники, что они несчастные. А я должна, значит, прославлять вот это и писать всякие мерзости». И она пишет: «Ну я же такая же каторжанка, я же одна из них. Но ведь они же, наверное, понимают это». Вот это очень сильные страницы. Вот это я сейчас... Да, это вот как раз сталинская стройка.
И понимаете, и в это же время, вот, собственно, это вот как раз этот момент, когда она выходит из машины и смотрит на это все строительство. И при этом тут ее, как бы сказать, уже идет какой-то последний, финальный момент ее жизни, хотя, казалось бы, ей 42 года. И она вообще еще полна сил. Но, во-первых, начинает постоянно ей изменять ее муж, и для нее это наказание, она и катастрофа, потому что он такой красавец, вальяжный, у него много учениц в университете, и она понимает, что он все время ей лжет. И она связывает вот эту ложь, которая происходит сверху, и ложь домашнюю. Это просто разрушает ее до такой степени, что когда она пьет, она в этот момент как раз, собственно, они начали это все пить еще с войны, но основной момент это ее пьянство, уже именно связанное с Макогоненко, связанное со своей какой-то ужасной виной перед Николаем, который ей является как бесконечный повтор. И вот она пишет, наше любимое общее такое стихотворение, которое я напомню, да, что на собрании целый день сидела, то голосовала, то лгала, как я от тоски не посидела, как я от стыда не померла, долго с улицы не уходила. Только там сама собой была, в подворотне с дворником курила, в водку в забегаловке пила, в той шарашке двое инвалидов. В 43-м брали Красный Бор, рассказали о своих обидах. Вот был интересный разговор. Мы припомнили между собою старый пепел в сердце шевеля. Штрафники идут в разведку боем прямо через минные поля. Кто-нибудь вернется награжденный, остальные лягут здесь тихи, искупая кровью забубенной все свои небывшие грехи. И соображая еле-еле, я сказала в гневе, во хмелю, как мне наши праведники надоели, как я наших грешников люблю. Вот, собственно, и вот главное, почему я говорю, что это выход уже на вот этот ее трагический итог жизни. Она пишет, с 1951 года усиленно лечусь, вернее, лечат меня от хронического алкоголизма. С тех пор, как стали лечить, стала пить все хуже и хуже. Когда первый раз пришла на улицу Радио, товарищи уговорили, задохнулась от смертной обиды. Махонькие палаты, все выходы под замками. Есть можно только оловянной ложкой, как в тюрьме. Так вот, для чего все это было. Я пропускаю что-то. Колина смерть, дикое мужество блокады, стихи о ней, Колиной смерти, Юриной любви, о страшном подвиге Ленинграда. Вот для чего все было, чтобы оказаться здесь, чтобы заперли здесь, всучили оловянную ту же ложку, посадили на той же страшной кашей, как в тюрьме. А я-то мучилась, мужала, писала, отдавала сердце, чтобы заглушить терзание совести и ревности. Пила, только от этого и пила. Оказывается, итог в жизни у меня один. Ответ тюрьма. Не можешь подлечить, мириться с ложью. Горит душа, полезай в тюрьму. Очень помню ощущения тех дней. А лечили по павловскому методу, выработкой условных рефлексов, рвотой, апоморфином. Каждый день впрыскивали апоморфин. Давали понюхать водки, выпить, а потом меня отвратительно и мучительно рвало. Вот, и вот когда начинается, понимаете, меня всегда просто поражало, что когда начнется история с реабилитациями, когда начнутся оттепель, то она вначале будет невероятно... Она возьмется за дело Корнилова, она сделает корниловский памятник у него на родине, вот с его матерью и дочерью. Она будет вытаскивать из тюрьмы своих друзей, она напишет об этом, но как будто было ощущение, что из нее уходила все больше и больше энергия и сила, и оттепель это было не ее время, хотя она написала уже там в 1954 году и «Дневные звезды», но она никогда не станет такой вот звездой оттепели. Ее время, к сожалению, останется где-то там. И вот, собственно, вот это вот было, да и то зарезанная наполовину книга «Узел», да, в которой она, собственно, и писала, что и всю жизнь свою припоминала, и все припоминала жизнь моя в тот год, когда со дна морей, с каналов вдруг стали возвращаться, начали друзья. И пойдет фильм «Дневные звезды», да? Но
суть будет в том, что она будет постоянно как бы уплывать через этот тяжелейший алкоголизм, который просто, ну, он был неизлечим в ее случае. Она будет уплывать вот в это другое пространство жизни. Она... И единственное, что она все время молила Бога, чтобы ее дневники остались целы, потому что это единственная книга, где она абсолютно равна самой себе, где она абсолютно правдива. Она умрет в 1975 году. Сначала будет там перелом шейки бедра. И что, опять же, интересно, что 13 ноября она умрет, а некролог появится в газете «Ленинградская правда» только 18 ноября, в день похорон. Власть, особенно Романов, тогда правил Ленинградом. Вот если он кого-то ненавидел и боялся больше всего, то Ольгу Бергольц, это было известно. И больше всего они боялись как манифестации блокадников. То есть в их голове сумасшедшей была идея, что блокадники, значит, сейчас пойдут устроить шествие. И поэтому они ее, несмотря на то, что она завещала себя похоронить на Пискаревке, она была уверена, что там в одной из могил лежит ее Николай Молчанов. Она не знала, в какой, как она так и не видела, как его хоронили. И поэтому они сделали все, чтобы, не дай бог, как бы исполнить ее волю. Они тихо похоронили на Литераторских мостках, тоже вроде бы неплохо, но блокадники были оскорблены, потому что она была их, так сказать, их героиня. И Даниил Гранин писал: «Зато начальство было довольно. Похоронили на Волковом, литераторские мостки, в ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее и вроде бы почетнее. Рядом Блок, Ваганова и прочие. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила с блокадниками. На Пискаревском хоронить не стали». Вот, и то, что я начинала, с чего я говорить, что эти дневники фактически стали ее завещанием, но опять же это произошло спустя 75-й, значит, вот арест этих дневников – это 76-й год, и фактически первые страницы оттуда появляются в начале 2000-х годов. Вот, фактически и ее жизнь, как многих, вот, как я уже говорила, она стала продолжаться после всех перестроек, как бы начинается абсолютно как бы новый этап жизни у этих людей, что, с одной стороны, хорошо, но сейчас большая проблема, потому что, вот я вам говорила, Наталья Соколовская, мы сделали книжку, где мы соединили эти дневники, они очень большие, мы убрали просто, всякие комсомольские стройки, но то, что действительно можно не обязательно читать. Эта книжка уже вышла, но все время она в ужасе, вот там в Ленинграде, что это все начнется, эти запреты сейчас возобновятся. То есть мы их как бы только ждем, когда все вернется назад, потому что уже, не знаю, знаете ли вы, нет, но уже дела о сталинских реабилитациях снова начали пересматривать. И, в общем, мы придем скоро к тому, от чего убежали, но, слава богу, вот уже много работы все равно сделано. Вот. Спасибо, я все, кажется, успела рассказать. Спасибо вам большое. Если вы хотите что-то, я с удовольствием скажу. Я, конечно, не все вам рассказала, потому что у меня просто не было такой возможности, но есть книжка. Да, есть книжка. К сожалению, этой книжки Ольги Бергольц «Смерти не было и нет, в Тургеневке нет». Я принесла ее из Бюляки, университетской библиотеки языков и цивилизаций. Там всякий желающий тоже может записаться и на месте читать книжки. И там же есть дневники. В электронном виде ее, может быть, можно прочесть. Да, она слава пиратам, как говорится, из сгоревшей Александрийской библиотеки сохранились только пиратские копии. Да. Если у вас есть вопросы, я передаю микрофон тогда в зал, и обязательно надо задать вопрос в микрофон, если кто-то захочет задать вопрос. И главное говорить в микрофон, иначе в трансляции вашего голоса будет не слышно. Может, люди напуганы?
Такие вопросы, может, вы... Но просто вот эта вот позиция, да, и позиция Ольги Бергольц, чтобы ее считали блаженной, чтобы она пришла уже напившаяся Я помню при чтении этих дневников, и второй момент, который меня поразил тогда, это когда она приехала в Москву и поняла, что никто ничего не знает о том, что люди голодают. И когда она стала призывать посылать посылки, Союз писателей запретил эти посылки. Запретил. Тихонов, там, Жданов. Нет, по-моему, кому же она ходила? Я забыла. Чтобы не нагнетать панические настроения. Нет, они сказали, что там все есть. Там была еще официальная какая-то. Да. И как она описывает, что одним из самых мужественных моментов этой поездки в Москву было двигать ложкой с той же скоростью, что и окружающие ее люди. Они набросятся на эту еду, выехав из Ленинграда. Да, это очень точно. И эти дневники, конечно, совсем иначе ее раскрыли. Абсолютно. И вот это воспоминание блокадников об этом голосе, да, из радиоточки. Радиоточку ведь нельзя было выключать. Да. И ее голос был чем-то настоящим, что блокадники слышали в этот момент. И, к сожалению, как вы правильно сказали в конце, современное состояние литературы и публикации начинает несколько походить на цензурные запреты. Ну, то есть уже есть цензура. Нет, она просто уже есть, но мы... Нет, уже. Нет, все уже, да. Поэтому Наталья Громова издается в современном там издате. Да, спасибо. Да, и мы виделись как раз на прошлой неделе на Пражской ярмарке. Вот, но живет Наталья Громова в Израиле, а не в Париже, жалко. Но так получилось. Ничего, но вы будете к нам приезжать. Мы будем к вам приезжать. Вот одна из книжек, изданных в Израиле. Да, «Разоренный дом». Вот это мой сын, но я как бы задумывала эту историю, а это мой сын собрал своих студентов, украинцев, которые драматургическому мастерству у него учились, сценарному. И они вот буквально все из разных, кто из Бучи, кто из Ирпеня, кто писали ему, что происходит непосредственно. Это вот первые документальные такие свидетельства, но они еще не просто свидетельства, они еще осмыслены. Кто-то там из Киева, вот как он встретил первый день бомбежки, что происходило. Вот это вот попытка собрать, потому что для меня все-таки документ – это самое важное, когда мы видим с вами, что происходит история, да, движется история. Мы должны каким-то образом зафиксировать, как можем, потому что из этого потом вот такая книга, например, сложилась из того, что дети писателей мне рассказывали про свою эвакуацию в Чистополь, да, и тут огромное количество оказалось вдруг Пастернака, вдруг всех, так сказать, Сильвин, но все, кто были вокруг, потому что это Чистополь, маленький, в смысле не маленький, уже взрослый Георгий Фронт, который появляется на этих страницах. То есть, понимаете, это все свидетельство, да, но это обычные люди, они там геологи, стали физики, но они вспомнили свое детство, и получилась очень сильная книжка. Поэтому нам тоже с вами придется когда-нибудь все вспоминать, и все это, но кто сможет записать то, что происходит сейчас в мире и вообще и в пространстве, это важно все. Вот. Вот да, такие эти дела. Важные источники. Да, важные источники. Есть ли вопросы в зале, пожалуйста? Наверное, я вижу, что... Если все, все устали и измождены, то я... Приходите завтра. Если кто придет на Шварцевского дракона, мы поговорим о Шварце и о драконе. Да. Я напоминаю, что Тургеневские библиотеки в 2025 году исполнится 150 лет. И эта история продолжается, и на очередном витке библиотека рада поддержать эмиграцию. Следующую, какую уже пятую, шестую? Считается пятая, но если посчитать внимательно, уже практически 7-я волна эмиграции. Мы будем еще организовывать встречи, следите за нашими социальными сетями. Помогайте Тургеневской библиотеке, мы будем в этом нуждаться.
И приходите в библиотеку читать с 3 до 7 вечера, во вторник, четверг и субботу. Сейчас мы начали закупать новую детскую литературу, но также и новый там издат. И эта полка прирастает довольно быстро, даже быстрее, чем есть силы это довольно оперативно каталогизировать, но мы все равно рады предоставить читателям ту живую литературную струю неподцензурной литературы, да, неподцензурных произведений писателей, которые могут на свободе писать о том, что происходит. Спасибо вам большое, спасибо, Наталья, спасибо всем, кто пришел, и до скорых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо.